Всем привет! Меня зовут Евгений Сидько, и сегодня я расскажу, почему студенты должны поддержать тунеядцев. Я учился в БНТУ на 3-м курсе машиностроительного факультета. В свободное от учебы время я занимался студенческим активизмом. Выступал за то, чтобы мы имели право действительно выбирать те предметы, которые идут как предметы по выбору. Также я участвовал в кампании, направленной на то, чтобы каждому желающему был предоставлен доступ к информации о том, куда идут деньги из бюджета университета. Помимо этого, я вхожу в редакторский состав независимой студенческой газеты «Студентская думка». Информацию о газете можете прочитать под видео. В результате меня вызвали на беседу с представителем КГБ, который предложил мне сотрудничество, доносить на своих друзей-активистов. Естественно, в силу своих убеждений я отказался. А после состоялся разговор с первым проректором БНТУ. В общем, грубо дали понять, учиться здесь мне будет очень сложно. И уже в конце 2-го курса я узнал, что на следующий год не получу общежитие. Но, по закону, мне были обязаны его предоставить, так как я проживаю в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Такое решение объяснили тем, что у меня много пропусков. Да, пропуски были, но лишь потому, что на 76 рублей стипендии прожить невозможно. К тому же я точно знаю, тем, у кого пропусков было намного больше, общежитие дали. Снимать квартиру у меня не было средств. Рассчитывать на семью в этом плане я также не мог. Ее доходов едва хватает на самое необходимое. Но я не опускал руки. Работал, чтобы оплачивать квартиру. Учился. Но так как пары поставили на вторую половину дня, у меня ничего не вышло. Пришлось бросить универ. А сейчас хотелось бы коснуться очень актуальной и насущной темы – налога на тунеядство. Я, как человек с активной гражданской позицией, категорически против декрета номер 3, прямо противоречащего Конституции Республики Беларусь. Знаете, одна вещь поражает меня больше всего. На протесты вышли не только безработные и пенсионеры, но даже и простые работяги. Не было одних только студентов. Почему же студенты, самая образованная часть нашего общества, никак не поддержали это движение? Неужели наши студенты настолько наивны и думают, что это никак не коснется их в будущем? Только представьте, сегодня вы студент, а завтра уже тунеядец. И моя история красноречивое тому подтверждение. Может быть, настала пора проявить солидарность? Ведь кто знает, если мы не сделаем это сегодня, завтра будет уже слишком поздно. Потеряв многое, я осознал, наше будущее в наших руках. И только вместе мы сможем сделать его ярче, счастливее и достойнее.